Всем привет, это ICO Talk, я Елена. Сегодня у меня в гостях Георгий Градов, основатель проекта Milkcoin. Здравствуйте, Георгий, спасибо, что уделили нам время. Добрый вечер, спасибо, что позвали. Ну что ж, Георгий, я так понимаю, что Milkcoin – это проект хохольской сельскохозяйственной компании, да, созданной с целью привлечения инвестиций. Поэтому для начала расскажите нам, пожалуйста, о вашем сельскохозяйственном производстве, да, что из себя представляет компания, как давно на рынке и чем занимаетесь. Ну, смотрите, значит, компания создавалась не для ICO, хотелось бы это сразу уточнить, потому что компания создавалась еще в 2009 году. Прошу прощения. В 2009 году создавалась компания, в то же время покупали землю и строение, которое находится в Воронежской области, там более 3500 гектар, и готовили компанию под проектное финансирование. Это не кредит, это именно проектное финансирование, которое не требует залога. И предоставляется государством и именно одним из наших государственных банков. Но, к сожалению, на момент, когда все подготовили, все документы подготовили, проектное финансирование в России закончилось, и денег просто у банков не было. И они попросили залог, который по предписанию Центробанка ни наша земля, ни наше строение являться не могут. Соответственно, да, вот и мы оказались в такой ситуации, что у нас, собственно, все готово, абсолютно все. Мы знаем, денег привлечь не можете, да? Не можем, да, потому что просто неоткуда привлечь. Угу. Окей, все-таки пару слов именно про производство, да, чем компания занимается, вот именно с точки зрения сельского хозяйства, да, что вы делаете? Ну, в данный момент большая часть земли сдана в аренду, опять же, по причине того, что у нас нет собственных денег ее обрабатывать, это очень дорого и стоит десятки миллионов рублей. Единственное, что мы сейчас делаем, мы обрабатываем около 1000 гектар, сажаем семенную культуру, вот, допустим, в этом году был подсолнечник, ну и, соответственно, перепродаем его оптовикам. А взаимосвязь все-таки с ХСК какая-то есть? Или вообще это разные просто компании? Была группа компаний на 2015 год. Существует Хохольская сельскохозяйственная компания, существует ХСК, и существует еще группа компаний. Они все входили в проект. Но на данный момент осталась только Хохольская сельскохозяйственная компания. Угу, понятно. Окей, тогда расскажите, почему... в общем, я уже поняла, почему, да? В общем, у вас просто... Другого варианта не осталось, да. Так что расскажите вот именно об ICO. Я так понимаю, там есть несколько этапов, да, в зависимости от того, сколько денег соберете. Вот расскажите, пожалуйста, о том, какие есть вехи, вот сколько вам нужно собрать и какие этапы развития. Да, значит, самое изначально, так как у нас, сразу скажу, у нас нету софткапа как такового, потому что он точнее есть, он находится где-то около, я думаю, $1 миллиона, потому что если мы соберем хотя бы $1 миллион, мы сможем дофинансировать банковским кредитом, мы сможем ввести в эксплуатацию здания, и за счет этих зданий они уже смогут являться залогом, мы сможем докредитовать, так скажем, защитить наши инвестиции, инвестиции людей, которые в нас поверят. Значит, первая цель в нашем случае – 5 700 000 $, достаточно крупная цель, но абсолютно не маленькая, но и хозяйство у нас крупное. Цель это включает в себя закупку необходимой техники, которой там нужно реально много. Постройка машинно-технологической станции, потому что всю эту технику нужно обслуживать, за ней нужно следить. Она очень часто ломается. Ну, то есть чуть не раз в неделю условно что-то нужно чинить. Поэтому нужна машинно-технологическая станция. Ну и плюс, конечно, оборотные средства какие-то нужны. Если мы соберем первую сумму, то мы уже сможем возделывать, соответственно, всю нашу площадь, это 3800 гектар. Дальше у нас существует элеватор, построенный еще в Советском Союзе. Это огромное здание, высотой где-то, я думаю, с 10-15-этажный дом. Ну, просто огроменное здание, которое требует реставрации. Вторая цель в нашем случае – это реставрация элеватора. Дело в том, что строить новый не имеет смысла, потому что этот элеватор, который у нас, имеет огромное количество сот, что поможет делить зерно по качеству. Во-первых, элеватор сушит зерно, повышает его качество. То есть сначала собирается зерно, кладется, условно, я просто объясняю, кладется в элеватор, сушится в газовой сушилке, за счет этого повышается цена и качество самого зерна. То есть элеватор поможет повысить прибыльность. Плюс сам элеватор можно сдавать в аренду, поскольку в Воронежской области элеваторных мощностей нету. Людям просто негде хранить свое зерно, поэтому они на спеху его продают. Значит, эта цель у нас 17 миллионов. Вторая. Третья цель у нас постройка комбикормового завода. Она, опять же, включает в себя и растениеводство, то, что я сказал, первая обработка полного поля земель,
и, соответственно, элеватор. Значит, чем хорош комбикормовый завод? Поскольку у нас есть элеватор с большим количеством сот, мы сможем делать очень хороший комбикорм. То есть мы можем точно выверять, что мы хотим от этого комбикорма получить. Опять же, мощностей по производству комбикорма в Воронежской области их почти нету. Ну, то есть покупают из других областей. Сбыт у нас будет всегда. Опять же, тут цель 21 миллион. И самая большая цель, ну, я, если честно, считаю, что она абсолютно неподъемная, но тем не менее, это постройка уже молочного комплекса целиком. Он так называемый вертикально интегрированный молочный комплекс. Объясню, что такое вертикально интегрированный. Вертикально интегрированный значит, что нам не нужна помощь со стороны. Мы сами выращиваем, мы сами перерабатываем, мы сами храним, мы сами подготавливаем еду для коров, мы сами их кормим, на выходе мы получаем молоко и сами из молока производим молочную продукцию. Класс. И какова же нереальная сумма? 76 миллионов долларов, 4 миллиарда рублей. Угу. Всего-то. Да. Всего-то, да. Но мы уже своих денег туда миллиард вложили, поэтому всего-то еще 4 осталось. Понятно. Да, действительно, планы грандиозные. Достаточно. Да. А при ICO проводили? Мы решили не делать при ICO. Объясню, почему. Это реальное производство, и я не считаю, что ICO для реального производства, те люди, которые хотят сделать ICO, они должны проводить при ICO. Иначе люди просто не могут показать, что у них есть хоть что-то. Они тогда ничем не отличаются от обычного стартапа. Понятно. Скажите, а вообще вот очень интересно, как думаете, механизм вот этот ICO приживется в России? Ну, в России приживется, если наши не будут кидать. Как бы случаев в последнее время достаточно много, и отношение именно самих русских инвесторов к таким проектам, оно, ну, мягко скажем, не очень хорошее. То есть, если от англоязычной аудитории мы получаем какие-то хорошие, да, слова, там, пожелания, что-то еще, то от русскоязычной мы получаем стену непонимания и кучу людей, которые говорят, вы всех кинете, чтобы мы не показывали. Хотя мы показываем все вообще документы, которые у нас есть. У нас все в открытом доступе, можно посмотреть. Вот. Да, я смотрела у вас на сайте, действительно, вся документация предоставлена. Ну, мы все не стали выгружать, но там почти все. Вот, по поводу того, приживется в России или нет, вопрос в том, будут ли это айтишные проекты, или это будут какие-то проекты из реального сектора. Опять же, если это будут проекты из реального сектора, мне кажется, еще рано говорить о том, как некоторые проекты заявляют, что мы создадим некую инфраструктуру, и нашей монетой там будут пользоваться, ей там будут обмениваться реальные предприятия, оплачивать что-то друг другу. Это абсолютный бред, и те, кто это обещает, это глупость. Во всяком случае, вот на 2017, на 2018 год это абсолютная глупость. Может быть, через 10 лет это не будет глупостью. Но вот в данный момент я просто вот этого не понимаю. Понятно. То есть пока только там IT-проекты, да, в этой сфере, думаете? Ну, смотря что будут предлагать токены. IT-проекты могут как-то гарантировать использование токена. Реальные проекты могут гарантировать, опять же, какие-то дивиденды и выплаты. То есть прибыль. Все зависит от этого. Понятно. Ну, давайте тогда про ваши токены поговорим. В чем основные преимущества их для инвесторов? Что они дают? Наши токены дают право на получение ежегодных дивидендов, начиная с 2019 года. И наши токены мы будем выкупать обратно. Поясню сразу. Значит, дивиденды мы выплачиваем эфириумом, выплачиваем по отношению к доллару. То есть, если вы инвестировали, допустим, у нас $300 в этом году, мы вам должны будем выплатить, допустим, 50% через 2 года. Допустим, это будет $150. Цена эфира изменилась, эфир стоит $1. Соответственно, мы заплатим 150 эфира. Потому что, на самом деле, у людей возникают вопросы, как вы будете эфиром платить, как вы будете понимать, сколько мы инвестировали, а вдруг эфир упадет, а вдруг эфир вырастет. Нет, тут и мы защищены, и инвестор защищен. В любом случае, он получит эквивалент на доллару по эфириуме. И, соответственно, то же самое с обратным выкупом. Мы будем с 2021 года предлагать обратный выкуп монет с повышением цены на 20%. Но, опять же, у нас достаточно хитрая система выплаты дивидендов и выкупа токенов. У нас очень маленькое количество токенов продается по низкой цене. То есть большая часть токенов, большее количество, почти 97%, продается по цене, сильно превышающей первые 10 миллионов токенов. За счет этого те, кто покупают первыми, они в теории должны потом получать дивидендов. Если они, конечно, будут держать эту монету, дивидендов намного больше, и выкуп для них будет в 10 раз больше, чем для остальных. Ага, понятно. И выплата дивидендов, вы сказали, через
2 года начнется, да? 2020, выплата дивидендов в 2019, выкуп в 2021. И выплата дивидендов, соответственно, на все время существования. Поскольку это сельское хозяйство, мы можем прогнозировать. Во всяком случае, у нас все просчитано до 2031 года, и мы знаем, что нам делать до 2031 года. Поэтому обещать выплату дивидендов на все время существования монет мы можем. Опять же, при выкупе монет мы будем монеты сжигать. То есть мы их разбираем у человека, монеты уничтожаем, на рынке их становится меньше. Окей, ну давайте самый негативный тогда сценарий посмотрим. Если не наберете даже на первую сумму, о которой вы говорили, что будет с проектом, будете ли привлекать какие-то другие деньги, да, и что будет с инвесторами, как-то они защищены в этом случае, получается? В том случае, если мы не собираем $1 миллиона, то мы всем инвесторам деньги вернем. И я боюсь, все-таки проект похороним, потому что искать каких-то частных инвесторов в сельское хозяйство на 4 миллиарда рублей, ну, это достаточно невозможно, я бы сказал, поскольку в России сейчас ни у кого денег нет. Но это миллион, вы имеете в виду, это не первая ступень, вот 5 нет, по-моему, да? Нет, нам нужна какая-то... У нас есть как бы некоторая первая ступень, при условии, что мы ее собираем, мы сможем докредитовать до первой цели. Нам просто нужно будет ввести здание в эксплуатацию. Понятно. Окей, а про команду расскажите, пожалуйста, пару слов. Про команду. Значит, организатор всей этой штуки я. Ну, как бы я идейный вдохновитель, так скажем. Все это хозяйство, оно в 2009 году начиналось с моим отцом, серийным предпринимателем. И вот я в этом году выдвинул идею сделать ICO, попробовать. В общем-то, нам лучше платить людям и приносить пользу себе и людям, чем платить банку и приносить пользу только банку. Я занимаюсь технической частью, самим ICO, маркетингом, пиаром. В общем, всем ICO занимаюсь я. Сплю по 2 часа в сутки и стараюсь справляться. Значит, у нас есть Михаил Витгов. Он мне помогает в этом деле именно с организацией ICO. Этот человек раньше занимался строительством. Была такая компания в Гупатекс. Они строили, реставрировали мэрии и много что делали. Вот он был одним из директоров проекта. У нас есть Владислав Савин, это человек, который в компании с 2009 года, и вот он знает больше всех про эту компанию. Если я могу сказать, что я в сельском хозяйстве что-то не понимаю, то вот ему я в этом моменте доверяю. Человек уже не первый год в сельском хозяйстве и точно знает, как и что делать. Вот он именно наш директор, который всегда находится в Воронеже, он там живет, и он занимается именно сельским хозяйством и всеми вопросами, связанными с юридической там поддержкой, со статусами нашими, поскольку у нас имеется статус сельхозпроизводителя, статус особо значимого проекта в рамках области, субсидирования и всякие такие вещи. Вот я, кстати, забыла спросить, а что этот статус дает? Статус дает возмещение прямых затрат на постройку МТФ, это вот молочного комплекса. Это 20% возмещения прямых затрат из бюджета области. То есть, если мы собираем хардкап $76 миллионов, за год мы строим этот молочный завод, и из бюджета области нам вернется, получается, $14 миллионов. Ух ты, здорово. Да, плюс у нас бесплатное электричество, бесплатный газ, но именно сам газ и электричество, не подведение коммуникации, а именно сам газ и электричество. У нас другие абсолютно налоги, у нас измененные ставки по финансированию. Там, на самом деле, много чего предполагает, там всякие дозы осеменения коров, но я думаю, это уже не особо интересно. Важно, специфика уже такая. Да, важно, что для нас другие налоги, у нас бесплатное электричество, газ, и нам возвращают, соответственно, деньги. Ну и нас, конечно же, поддерживает область. Поскольку когда мы хотели получить проектное финансирование, нас рекомендовал лично губернатор. У нас его письмо есть на сайте в открытом доступе, можно посмотреть, что он говорил. Окей, возвращаясь к команде, да, я вам не дала договорить. Да, сколько народу там все-таки в итоге? В итоге народу у нас именно на сайте висит 4 человека. Вывешивать остальных работников, которые у нас работают именно в Воронеже, я просто не вижу смысла, что у нас есть там 3 доярки, один еще директор по сельскому хозяйству, еще человек, который занимается именно механизаторами. Механизаторы — это люди, которые работают именно в поле. В общем, штат у нас в данный момент около 25 сотрудников. Окей. Да. Да, вот просто резюмировать хотела спросить такой вопрос. Буквально вот в двух предложениях, если можно. Зачем мне, как инвестору, инвестировать в Milcoin? Все просто. Вы получите ежегодные дивиденды достаточно хорошие, которые превышают ставки, допустим, по банковским вкладам.
То есть это достаточно надежный бизнес. Мы не предлагаем инвестировать в какой-то стартап, который, может быть, стрельнет, может быть, не стрельнет, а вот получится у нас, а вот не получится, вот мы не знаем. Да, здесь все реально уже существует. Да, просто основной смысл этого проекта, мы бы и не полезли, если бы у нас не было все готово. Огромное количество денег было потрачено на бизнес-планы, на проектную документацию, на сметы, на просчеты, на всевозможные. Это стоило просто колоссальных денег. И такие вещи, как бы они просто так не делаются. Сами понимаете. Окей, здорово. Ну, спасибо вам тогда большое, Георгий, за это интервью, и спасибо, что уделили нам время. Да, вам спасибо. До свидания. До свидания. Я напоминаю вам, что у меня сегодня в гостях был Георгий Градов, основатель проекта Milkcoin. Подписывайтесь на наш канал и смотрите больше интересных интервью. Пока.